Полиция. А вы к кому? Нас ждут. А у нас должны записывать посетителей. На выходе запишемся. Подождите. К вам пришли. Гражданин, вам придется задержаться. А в чем, собственно, дело? После объясним. Ребят, примите товарищ. Гражданин Байдак. Байдак! Готов. Звони в убойный. Потапов, ты жив? Ну, как видишь. Чего вы сгоношились-то? Нет, действительно, нормальная рабочая ситуация. О, это еще приехал. Рано, рано! Вам все управление на ушах. Игнатьич хотел приехать, но мы его остановили. Действительно напугали. Игнатьича здесь не хватало. Все нормально, парни. Нормально. Ты как? Да? Понял. Сейчас приедем. Поехали в тендерный комитет. Там ты точно пригодишься. Парашютист. Поехали, поехали, ребят. Ого. В Лондоне-то уже. Ну и чё? Ну, чё? Ничего. Я вижу то же самое, что и вы. Упал, разбился. Я даже знаю, откуда упал. Да ладно. Вот оттуда, да. Сам сиганул или помогали? А ты спросил или ответил? Я просто в кино видел. Ну, я пока только вижу травмы от падения. Пока. Вскрытие покажет. Ладно, шутники, вы пока пошутите, а я пойду поработаю. Что стоим? Страх чувствую. В кабинете этого бедака. Давайте, пошли. Там все почувствуем. Давайте, давайте.
Привет. Ну что у вас здесь? Сегодня у них здесь должна была быть передача денег в обмен на информацию по тендерам. Ну а мы опоздали. Охранник остановил, давай спрашивать, куда мы, чего мы, ну и опоздали буквально на секунды. Иванченко, представитель участника тендера, уже выходил из кабинета. Ну мы сюда, балкон открыт, хозяина кабинета нет, денег нет, в общем так. И теперь это дело было ваше, стало наше? А может общее? Может быть, только нам все равно впереди вас бежать. Ну, конечно, впереди. Да и работа у вас поинтереснее будет. Ты не представляешь, насколько. Ну что, ребят, давайте осмотрим. Простите, долго меня здесь держать будут? А вы кто? Иванченков Сергей Станиславович. У меня совещание через полчаса, я уже опаздываю. Мы вас не можем отпустить. Вы главный подозреваемый в деле об убийстве гражданина Байдака. Байдака убили? Так точно, его убили. Это ваши вещи? Вот это не мое. Вот это? Да. Интересно. Сам посмотри. Так. Ну, посмотрел. Больной, что ли? На флешке посмотри, что? И Люсю позови. А, в этом смысле. Да ты смотри, я позову Люсю. Так, гражданин доставить в отделение. Все за мной. Пошли. Я не убивал никого. Разберемся. Да. Алексей Иванович, здравия желаю. Люсь, привет. У нас тут план перехвата, так что весь отдел на ушах. И Михаил Игнатьевич просил зайти сразу. Ребят, встреть, а я пошел к Игнатьевичу. Цел. Хорошо хоть живым остался. Так что это, по-твоему, может значить? Он говорит, Эдгардович вскрытие покажет. Кто это мог быть? Да кто угодно. Нет, не кто угодно. Таких отморозков, чтобы пытаться мента убить, немного. То ли что-то из прошлого, то ли ты сегодня кому-то дорогу перешел. Да и так может быть. Лёш, слишком много у тебя проблем в последнее время. Думаете, из одних рук сыпется? Вполне возможно. И началось все это после того, как ты начал копаться в прошлом. Об этом я только вам говорил. Зато у меня ума хватило все рассказать Новожилову. А генералу? Да нет, тут можно быть спокойно. Информация дальше не пойдет. Беда в том, что Новожилов украл из сейфа не только кокаин, но и бумаги отца. Лихо. Новожилов в СИЗО. Но ничего не кончилось. Да нет, только все начинается. Да и Люся под замес попала.
Кто-то за ним стоит. Большой вопрос. Ладно. Пойду, ребята меня там ждут. Надо еще поработать. Все живы, слава богу. Анатолий Борисович Байдак. В своем кругу известен как Большой Папа. Обнаглевший чин из тендерного комитета на очень тепленькой должности. По служебной линии имел доступ к инсайдерской информации по государственным тендерам очень выгодных подрядов, которую, в свою очередь, через владельца прикормленной юридической фирмы Абакумова Марка Семеновича сливал заинтересованным лицам. Широкой души гражданин. Угу. Вся эта схема в свое время была разработана вот этим человеком. Вано Гелашвили, владелец заводов и пароходов из 90-х годов. В последнее время выигрывал большинство самых выгодных тендеров через подставные фирмы. Но если раньше Гелашвили работал напрямую с Байдаком, а остальные клиенты замыкались на Абакумове, то в последнее время Байдак, укрепив свои позиции в тендерном комитете, решил потихоньку выходить из-под влияния Гелашвили, что, разумеется, последнему не понравилось. А Вано мужик резкий и очень был зол на Байдака. Да, и поговаривать, что за ним много трупов. Правда, доказать это пока невозможно. Но, однако, слухи эти не беспочвенны. Давайте-ка послушаем вот эту запись. Здесь Абакумов звонит Гелашвили. Завтра в 3 часа Большой Папа готов встретиться и поделиться интересующей тебя инфой. Но есть проблема. Какая? Он хочет больше. Сколько? Умножая на 2. Совсем попутал. Вано, что я могу поделать? Я чувствовал, его давно наказать пора. Вано, ты же знаешь, я таких вопросов не решаю. Сам с ним разберусь, он у меня землю жрать будет. Вот, по всей видимости, конфликт между ними перерос в горячую стадию. Чем вам и придется заняться. Нам. Угу. Спасибо. Ну что, ребята, обед? Чья работа? Малевич, из незакрашенного. Точно. Кем вы работаете у гражданина Гелашвили? Руководитель службы охраны. Как вы можете объяснить, что при обыске у вас обнаружили зашифрованную флешку с информацией о государственных тендерах? Понятия не имею, откуда она у меня взялась. Ладно, попробуем так. Нам известно, что гражданину Байдаку поступали угрозы от гражданина Гелашвили. И в один прекрасный момент эти угрозы привели в исполнение. Именно вы, как начальник службы охраны. Вы пришли к гражданину Байдаку, забрали у него флешку и выбросили его из окна. Здесь правда только одно. Я действительно заходил к нему по поручению Вано Шатовича, чтобы уточнить детали по предстоящему тендеру. Но когда я выходил из кабинета, Байдак сидел за столом в полном рассудке и здравии. Ну, значит, вы ему сказали что-то такое, чего он совершил самоубийство. Я не знаю, что заставило его выброситься из окна. Правда, не знаю. Мы совершенно спокойно с ним поговорили. Очень недолго, даже не присаживался. Потом он крупный мужик был. Как вы это себе представляете? Я дал ему по голове, открыл окно, выбросил тело, и никто ничего не слышал. Там за дверью в приемной секретарша его сидела. Или, по-вашему, она тоже в этом деле замешана? Помогала мне его выбросить из окна? Очень интересная версия. Очень смешно. В общем, я все сказал. Без адвоката больше говорить не буду. Ясно. Пойдем.
думаешь, что-нибудь видел? Он причастен к убийству Байдака, но как, пока не понимаю. Так что он вошел, поговорил 2 минуты, и мужик из окна выпрыгнул. Там что-то другое. Деньги он ему передавал? Не знаю, не видел. Ну вот смотри, Иванченко приходит к Байдаку, чтобы получить информацию по закрытому тендеру. Да? Должен принести ему за это деньги. Денег мы не нашли. Следовательно, он не собирался платить. А что он собирался делать? Убить, я понимаю. Но судя по тому, что я видела, там все мирно было. Ну, финал-то нам известен. Подожди. Здравствуйте. Че? Проверил звонки на мобильный Байдака. Ему звонили прямо перед приходом АБЭП. Кто? Не, симка левая. Невозможно установить владельца. Ну, хотя бы территориально. Во, звонили из района тендерного комитета. Пошли. И разговор 4 секунды. А может, в кино? А, не. Чё? По мороженому вдарим в такую-то погоду. А, не хочу. Ну, а что ты хочешь? Давай, говори, сегодня будет день исполнения твоих желаний. Я хочу, чтобы ты вернулся домой. Тёмыч, ну мы же с тобой говорили уже про это. Не могу я вернуться. Так бывает, понимаешь? Люди живут вместе, потом расстаются. А я? Ну а что я? Я к тебе прихожу почти каждый день. Я хочу, чтобы ты жил дома. Не могу, Тёмыч, прости. Прости. А мама говорит, если я попрошу, то ты вернешься. Ах, вон оно что. Светочка, сегодня мне должны... Ну что, какие новости у нас? Сделали повторный обыск у Байдака, денег не нашли. Ага. А флешка, которую изъяли у задержанного Иванченкова? Флешка закодирована, но я думаю, там есть информация и про Абакумова, и Гелашвили. Брать их надо. И Абакумова, и Гелашвили. Думаю, да. Они где сейчас? Гелашвили в ресторане «Кабарга», а Абакумов у себя в конторе. Хорошо. Значит, им Кабарга. Действуйте. Светочка, пакет должны прислать из управления. В общем, я так и не понял, что за записи, потому что инициалы никому не подходят. Ты понимаешь, что там суммы, но конкретно, что... Не знаю, раз уж получилось их восстановить, может быть, мы дальше попробуем. Попробуем. Записи. Да. Может... Что такое? Что такое? Да ничего, это... Попробуем. Мы попробуем. Можем попробовать. Вечером тогда. Хорошо, да, давайте вечером. Значит так, сегодня едем брать Гелашвили и Абакумова. Андрей и я Гелашвили, Коля и Малой Абакумов. Тяжелые будут? Нет, мы одни. Оружие не забудьте. А я? С вами? Нет, Люсь, ты здесь. Марк Семенович, ну можно с вами? Я в машине посижу. Хорошо, тогда со мной. Все. Ну что ж, отлично. А то так кабинетная жизнь, да? Ну, конечно. Идешь же
в уголовный розыск ради романтики погони, драки, стрельба. Да уж. А я это, с малым, да? Ну да. Ну что, успокоились? Через 5 минут внизу. Ну чё, поехали? Да я спокойно. Нет, сегодня не получится. Поздно освобожусь. Хорошо, как закончу, позвони. Давай, пока. Ничего не помешали? Да нет, я уже закончила. Макс поужинать звал. Но мы же не можем. Да нет, пожалуйста, езжайте. Мы без вас справимся. Ну нет, среди бела дня не романтично. Романтики не хватает. Конечно. Всем женщинам хочется романтики. Кухня, гитара. И Курт. И Курт. Была у меня одна такая вечеринка. Да. Да. Вообще много интересного про вас узнаю. Вообще про женщин. А вы, если что, обращайтесь. Вам, как новобрачному, может пригодиться. Обращусь. Аж в письменном виде. Да Чё как встали? хотите. Что это с ними? Как вы просили, шеф-повар приготовил для вас хинкали чуть острее. И взял на себя смелость добавить немного кандари для придания выразительных ноток аромату блюда. Замечательно. Передайте ему мою благодарность. Непременно. Вам понравилось харчо? Да, совсем неплохой. Рад слышать. Приятного аппетита. Спасибо. Марк Семенович? Марк Семенович. Твою же. Мрак. Семенович. Здравствуйте. Здравствуйте. Столик на троих? Да нет, нам нужен некто гражданин Гилашвили. Вануш Шатаевич вас ожидает? Боюсь, нет. Уважаемый Вануш Шатаевич обедает вон в том зале. Андрей, сгоняй. Может быть, хотите присесть? Нет, мы здесь подождем. Не буду вам мешать. Простите, а где у вас тут туалет? Вот направо. Хороший ресторан. Да. Романтичный. Да. Где? Эдгардыча вызывай. -1. Что? Иваныч.
Закрывай ресторан, вызывай группу. -2. Ну, что сказать. Входное, пулевое, левый висок. Калибр, вероятно, 7,62. Точнее не скажу, пока не извлечем пулю. Ну, скорее всего, пистолет. Здесь максимум расстояние 25 метров. Поэтому, если бы была винтовка или автомат, ему полголовы снесло. Да? Да. Просим напомнить о времени. Что сказал? Времени напомнить просим. Но почему отвертка? А что, писать тяжами лучше? Ой, не остри. Извините. Просто это не похоже на заказное убийство. Непрофессионально как-то. Есть миллион причин. Во-первых, киллер не хотел, чтобы его взяли с орудием преступления. Во-вторых, специально убивал отверткой, чтобы мы подумали, что он не профессионал. Значит, Абакумова убивает одним выстрелом в голову, а тут слесарный инструмент, а мы должны подумать, что это действуют непрофессионалы. Но этому тоже есть объяснение. Заказ сделали в ППХ 2 конторам. А у каждого киллера свои заморочки, своя история. Это тоже, в общем-то, резонно. Ладно, давайте оставим это. Пока. Что у нас там еще? Посетители ресторана никого ничего не видели. Никаких следов на орудии преступления. А камера видеонаблюдения? Ну, куда Гилашвили заходил, я имею в виду в туалет, там вообще камер нет. Есть в зале и на выходе. Так, ну, значит, надо искать среди присутствовавших. Ну да, все зафиксировано. Но 2 человека расплатились наличкой, там вообще глухо. А 2 ушли до нашего приезда. Нашли их? Ищем. Да. Что-то серьезное мы разворошили. Такая реакция идет. Конечно, такие бюджетные деньжищи. А что у нас по убийству Абакумова? Убит на 1-м этаже, стреляли из пистолета, работал профессионал. Ищем случайных свидетелей. Запись с камер наблюдения. Кто-то не хочет, чтобы мы на него вышли. Хвосты за собой убирает. Лихо. Уж куда как лихо. Михаил Игнатьевич, ну не знаю, я чувствую, что эти преступления никак не связаны друг с другом. Так, объясни-ка. Ну, давай, продолжай, говори. Что эти, значит, 3 убийства, они что, они не связаны? Ну да. То есть у нас было 3 свидетеля. 3 убивают в один день. И это никак не связано? Ну да. Ну да. Ну, меня неделю не будет. Беру отпуск. А то я с этими делами и покаяться не успею. Лешенька, значит, держим связь. Если что, то звони. Идите, работайте. Идите. Хорошо. В сортире отверткой в ухо.
Страшная смерть для такого человека. А ты за него уже не переживай. Ты за себя волнуйся. Не понимаешь, в какую историю попал? В какую? Смотри. Байдака убили, Абакумова зачистили, Гелашвили нет. Ну, продолжай список. А я-то здесь при чем? Байдак дружил с Вано Шатовичем. Моя задача была занести котлету с бабками и забрать флешку с информацией. Все. Вот ты так и сделал. Ну да. Больше ничего не знаю и знать не хочу. Вот какая печалька. В кабинете у Байдака денег-то не обнаружено. Да не знаю я, что там произошло. Может, он в момент свихнулся. Я в дверь, он в окно. Сейчас вон чиновников через одного сажают. Тут от страха тронешься башкой. Да, ты в дверь, а не в окно, но говоришь, что с этим делом у нас покончено давно. Ты же сказал, что когда уходил, все было нормально. Ну да, спокойно поговорили. С вами приятно работать. Алло. Подождите. Ему кто-то звонил при вас? Да, я уже, считай, в дверях был, ему на городской позвонили. А что ж ты молчал-то? А вы спрашивали? И потом какая разница, кто ему звонил, кого он ждал? Все равно никто не пришел к нему. Ну почему же никто не приходил? Колбасники. Простите, ОЭК пришел. А мы же можем с вами выяснить, кто звонил, да? Я думаю, предупреждали колбасники. Что? УЭП. Раньше они торговлю контролировали. Вот такое прозвище осталось. Ну что, до завтра? Как? А мы же с вами хотели попробовать. Да. А как что, ресторан? Алексей Иванович, ресторан никуда не денется. Вот вы... Смешно. Ну, хорошо. Я не смог расшифровать инициалы. Они не подходят к тому списку, который я набросал. Ни один. В общем так, в первой колонке полицейские, те, которые вместе с отцом ОПГ разрабатывали. А во второй колонке бандиты, понятно. Главари ОПГ, которых разрабатывали. Угу. Так, мы с холодным шампанским будем ждать тебя дома, когда ты освободишься, видимо. Ну, проходи, присаживайся, Марин. Ну, если я вам не помешаю. Нет, не помешаешь. Нам кое-что нужно здесь закончить. А так помешаешь. Давайте вы мне расскажете о каждом из них понемногу, а я попробую что-то увидеть. Ну, Михаил Игнатьевич Бахтин. Угу. Наш Михаил Игнатьевич. Наш. Да, начинал вместе с отцом, тоже из оперов. Был как-то младший, подопечный отца. Дружили, часто приходил к нам домой. В общем, очень хорошо нас знал, да и мы его прекрасно. Когда с отцом это случилось, попытался найти убийц. Ничего не получилось. Новожилов Игорь Анатольевич. Его можно пропустить. Его здесь нет. А это, кстати, он сейф. Но я его не чувствую, он здесь ни при чем. Так, Константин Юрьевич. Так. Генерал. Ну, это сейчас он генерал. Серьезный человек. А раньше он был весельчак, хохмач. С отцом вместе учились. С отцом все время охота, рыбалки. Все вместе. Когда с отцом все случилось, пытался помочь, но ничего не вышло.
Ну, в общем, эти два генерала тоже вместе с отцом начинали. Где-то в управлении работают, с ними не пересекался давно. Бандитам Локтионов, Одинцовского ПГ, расстрелян в 2001 году на Рублевке. Листопад. Казначеем был. В Хасевом работал. В общем, все люди серьезные. Злодеи, одним словом. Вот, пожалуй, по бандитам и все. Тут должны быть другие буквы. Что? Листай. Не знаю почему, но я вижу эти буквы вместо этих. Допустим, вот это Абакумов Марк. Как работает шифр? А я поняла. Простейший шифр. Алфавит сдвигается либо вправо, либо влево на несколько букв. Сейчас проверим. Что там у нас первое? ГП. Абакумов Марк. Абакумов. П. М. Вот, на 3 назад. Так. Павлович Игорь. Подходит. Так, третий. Ну, кто третий? Глубоко мы копнули, девочки. Переживаешь сегодняшнее открытие? Просто день был тяжелый. А вы с ней уже на «ты»? С кем? С Люсей? Вот интересно. На печеньке нарисована кружка. А что в ней непонятно? Кофе или чай? Кофе. А на вкус чай. В общем, я восстановил запись отца. Прекрасно. Прекрасно. Боюсь, они вас не обрадуют. Там речь о людях, которые участвовали в коррупционных схемах и получали деньги от криминала, тогда еще в 90-е. Ну не тяни, кто? Полковник Бахтин Михаил Игнатьевич. Не может быть. Может. Я только ему рассказывал о записях отца. Кому он еще мог рассказать?
Мне точно. Еще? Новожилову. Именно. Нет, но Новожилов-то в то время еще зеленым был. Он краем застал твоего отца. Хотя в коррупционных схемах он задействован быть мог. В общем, я стал копать, они запаниковали. Хитро, хитро. Одним выстрелом двух зайцев. И ты в тюрьме, и записей нет. Не думали, что я из СИЗО выберусь. Ага. И записи восстановлю. Да. Ладно. Что собираешься делать? Есть кое-какие мыслишки. Поможете? Смотря какая мыслишка. Будь здоров. Иваныч, можно? Заходи. Мне удалось выйти на компанию, которая тоже принимала участие в тендерах. Так вот, руководство этой компании было заинтересовано в том, чтобы убрать с дороги всю эту нашу безвременно почившую троицу. Вот. Я пробил ближайший круг общения руководства этой компании, у нас возникла проблема. Какая? Люся. Люся! Марта? Меня на допрос вызвали. С чего? Это приказ. Не волнуйся, я все узнаю. А я присутствовать могу? Это к Потапову. Да. Алексей Иванович, что происходит? Присаживайся. Там Марта. Что случилось-то? Вот мы тебя и хотели спросить. Люся, к сожалению, вынужден отстранить тебя от расследования. Почему? Коля все объяснит. Прости. Коль. Мы с тобой будем говорить о Марте и Максиме. Ты же знаешь их? Конечно, это мои друзья. Хорошие у тебя друзья. А ты им что-нибудь говорила в ходе следствия? Нет, естественно, зачем? Вот это детализация звонков твоего мобильного. Вот разговор с Мартой. Как раз в тот момент, когда мы выезжали на задержание Байдака. К нашему приезду он был мертв. Это, по-моему, она мне звонила. А вот это разговор твой с Максимом. Как раз перед тем, как мы выехали на задержание Абакумова и Гелашвили. Коля, это просто совпадение. И вот по странному совпадению кто-то помог этим людям умереть.
Ты это сейчас серьезно? Это не допрос. Мне просто нужно составить протокол за Иваныча. Ой, простите. Протокол, значит? Что, действительно считаете, что я... Не знаю. Здравствуйте. При чем тут знаю, не знаю? Вы мне верите? Это полиция. Здесь верит фактам. А факты вещь упрямая. У нас 2 твоих звонка и 2 трупа. Вы мне не верите. Чего вы здороваетесь все время? Здороваетесь. Совершенно непонятно, что к чему. Я понимаю, тендеры, грязня идет как в джунглях, но это похоже на массовую зачистку. Сам говоришь, грязня. Но ты понимаешь, эти Шелковниковы совершенно легальным бизнесом занимаются. Криминала за ними никакого нет. А так получается, крестные брат и сестра. Ну че, Иван сейчас сестренку расколет, а там и до брата доберемся. Правда, вообще ситуация щепетильная. Сотрудники. Ой. А, то есть вот так теперь, да? Шпионку нашли. Люсь, ну это обычное дело. Обычное дело? А, ну да. Вы же все время предателей среди своих ищете. Факты вещь упрямая, да? Друзей надо тщательнее выбирать. Вот и все.